конце года принято вспоминать ушедших от нас известных людей. Одной из таких ярких звезд, которую мы потеряли в 2018 году, стала народная артистка России, певица Людмила Сенчина. Судьбе первого секс-символа советской эстрады оказалось достаточно загадок и тайн, связанных с датой ее рождения, настоящей фамилией, историей феноменального успеха и трагическим финалом. После выхода «Голубого огонька» в начале 70-х годов имя Сенчиной в одночасье узнал весь СССР. А в фильме «Вооружен и очень опасен» белокурая красавица в ее исполнении свела с ума всех мужчин страны и не на шутку разгневала их жен. Вместе с Леонидом Барыневым они сыграли в постельной сцене, которая сегодня может вызвать у зрителей лишь легкую улыбку. Настолько невинно смотрится. Однако для того времени полуобнаженная грудь юной актрисы в кадре спровоцировала настоящий скандал. Людмила мешками получала гневные письма от советских женщин, призывающих ее вести себя менее вызывающе. Они помнили ее как нежную Золушку, а тут такое. Сенчина всякий стыд потеряла, возмущались они. Людмилу Сенчину действительно всегда сравнивали с ее героиней из песни про Золушку, хотя сама певица относилась к будущему хиту довольно прохладно, считала кукольным и сначала категорически отказывалась его исполнять. Правда, позже она признавалась, что именно эта песня сделала ее по-настоящему популярной и помогла вырваться из нищеты. «Я даже не проснулась знаменитой, приехала на концерт подающей надежды певицы, а уехала звездой», — вспоминает певица. Родилась Людмила на хуторе Кудрявцы в Николаевской области. Мало кто знает, что по документам она была не Сенчин, а Сенчин. Молдавская фамилия ее отца не склонялась, поэтому была записана как Людмила Петровна Сенчин, а Сенчиной она стала после замужества. 13 января 1948 года считается официальной датой рождения будущей певицы. Именно эта дата стоит в ее паспорте. Однако на самом деле Люда появилась на свет 13 декабря 1950 года. Чем связана эта загадка? Дело в том, что отец решил заранее подумать о дочкиной судьбе, приписав ей несколько лет. Он решил, что это позволит ей раньше выйти на пенсию. Кроме того, у девочки до 4 лет не было свидетельства о рождении. Мама родила ее на печке, роды принимал ветеринар. И с выбором имени для ребенка тоже особенно никто не спешил. Она его получила только ближе к школе. Как такое оказалось возможным? На этот вопрос звезда советской эстрады отвечала так. Послевоенная деревушка для современного городского человека – это другая планета. Сейчас этого не понять, вспоминает Сенчина. В сельсовете ее зарегистрировали, маме нравились имена Зоя или Рая, но отец поступил по-своему. «Сам знаю, как назвать», — сказал он и записал дочь Людмилы. Может потому, что дома все ее звали Милой, Мила моя. Из родной деревни семья перебралась в город. Папу, культпросвет работника, перевели в Кривой Рог. Оказавшись в городе, ностальгии по деревне не было, в семье радовались признакам цивилизации.
Тому, что вода течет из крана, и для того, чтобы в доме было тепло, не нужно топить печь дровами. В 17 лет Людмила услышала о том, что Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова объявляет набор на вокальное отделение, и решила попытать там счастье. К этому времени девушка поняла, что хочет стать профессиональной певицей. В Ленинграде я появилась точь-в-точь как Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра», уже после того, как экзамены закончились. «Меня попросили что-то спеть и зачислили», — рассказывала она журналистам. Во время учебы ее заметил Анатолий Батхин, руководитель Ленинградского концертного оркестра, и загорелся идеей, что именно она должна спеть «Золушку». В тот момент Люда ее не оценила. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне. Такие слова звучат в знаменитом хите. Но девушке хотелось петь о взрослой любви и сильных чувствах. Она протестовала. Хоть поверьте, хоть проверьте, волчок, башмачок, ну детский сад. Меня пробовали уговорить, а я заявляла, у меня уже аллергия от ваших хрустальных башмачков, говорила Синчина. Но тут раздался звонок из Останкина, перевернувший жизнь молодой певицы. Ей поступило предложение выступить с Золушкой на «Голубом огоньке». Песня Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резняка сделала Синчину звездой всесоюзного масштаба. Мужчины засматривались на яркую и талантливую девушку. Свою первую любовь Люда пережила еще в школе, она превратилась для нее в своего рода испытание. В старших классах дружила с парнем, тот был старше на 2 года. Они строили планы и мечтали о свадьбе, но ей так и не суждено было состояться. На выпускном вечере ее Борис закрутил новый роман с девушкой, у которой были весьма влиятельные родители. Так Людмила испытала первое в жизни разочарование от любви. Вячеслав Тимошин стал ее первым мужем. Солист ленинградской оперетты, он был старше жены почти на 20 лет. В этом браке, который длился 10 лет, Синчина родила единственного сына Вячеслава. Сейчас он живет в Сиэтле, работает в сфере недвижимости. Когда она решила уйти от Тимошина, ее поняли немного. Но сила новых чувств к лидеру музыкального коллектива «Цветы» Стасу Намину была такова, что она ничего не могла с собой поделать. Это был союз двух творческих личностей, которым было невероятно интересно друг с другом. Благодаря Стасу я услышала и полюбила Pink Floyd, Blondie, Duran Duran, Питера Габриэла, увидела первые клипы, классические английские и американские фильмы. С «Цветами» Александром Малининым мы принимали участие в концертном мировом туре «Дитя мира», ездили в Америку, признавалась она. Намин ревновал жену и запрещал ей гастролировать, в итоге это привело к разводу. В 3-й раз замуж Людмила Синчина вышла за продюсера Владимира Андреева, который много лет был ее концертным директором и продюсером, с ним она прожила почти 20 лет. Несмотря на это, поклонники постоянно приписывали актрисе романы с известными артистами – Леонидом Броневым, Михаилом Боярским и другими. Меня называли Кобзоном в юбке. Никому не интересно инфантильное море с золотыми кудрями. Сильная, решительная женщина,
Когда дело доходит до нежных чувств, может быть тоньше и лиричнее тех, кто выглядит как ангел, объясняла певица. Такой она оставалась до конца, до того момента, как тяжелая болезнь оборвала ее жизнь. За 1,5 года до смерти у певицы обнаружили рак поджелудочной железы, который стал причиной ее раннего ухода. Об этом мало кто знал, она сама и близкие певицы никогда не говорили о состоянии ее здоровья. В последние годы Синчина жила на даче. Природа дарила ее душе спокойствие, которого так не хватало. Народная артистка РФ, певица и актриса Людмила Синчина, любимая зрителями нескольких поколений, ушла из жизни в Петербурге 25 января в 8:30. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь, несмотря на которую она продолжала выступать.